Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию шарика из простоквашино. Вяжем хвостик. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 25 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 24, 25. Теперь в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 23 и 24 столбик без накида. В конце ряда здесь мы воздушных петель подъема не вяжем. Разворачиваем вязание, рабочую нить заводим под вязанием, а не над. Завели. И следующий ряд мы начинаем вязать с первой петли от крючка и вяжем 20 столбиков без накида. Здесь мы уже вяжем за обе стеночки петель. 2, 3, 20 столбик без накида. Провязали 20 столбиков без накида. В конце у нас остаются 4 петли, их мы не провязываем. Разворачиваем вязание. Провязали это мы с вами 2 ряда. Следующий ряд будет третий. И в этом ряду также, начиная с первой петли от крючка, вяжем 18 столбиков без накида. 2, 3, 4, 17, 18. Здесь у нас на конце остались 2 петли, мы их не провязываем. Разворачиваем вязание. Следующий ряд четвертый, также начиная с первой петли от крючка, в этом ряду вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 13, 14. Здесь на конце остается 4 петли, их мы не провязываем. Разворачиваем вязание. Следующий ряд по счету 5. В этом ряду вяжем 12 столбиков без накида, также начиная с первой петли от крючка. 2, 3, 4, 11, 12. На конце у нас 2 петли остаются, мы их не провязываем. Разворачиваем вязание. Следующий ряд 6. В этом ряду вяжем 8 столбиков без накида. Также начиная с первой петли от крючка. 3, 4 и 8. На конце остаются 4 петли, их мы не провязываем, а разворачиваем вязание. И теперь следующий ряд 7. В этом ряду мы будем вязать таким вот образом. Провяжем все вот эти 8 петель столбиками без накида, потом спустимся, провяжем вот эти вот 2 петли и вот эти 2 петли. Итак, это у нас получится 8, 10, 12 петель. И еще нужно будет нам вот здесь вот завернуть, прийти вот к этому первому ряду, к цепочке из воздушных петель, там, где у нас остались еще стеночки петель, которые были не задействованы еще в вязании. Далее у нас будет вязание за эти стеночки. Итак, вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 8. Спускаемся на нижний ряд, вяжем 9 столбик без накида. Здесь же мы вяжем 10 столбик без накида. Спускаемся ниже, вяжем 11 столбик без накида.
здесь же рядышком вяжем 12 столбик без накида. Далее вот за вот этот вот край, который находится между первым и вторыми рядами, вяжем столбик без накида. Это у нас по счету 13 столбик без накида 7 ряда. Далее начинаем новый ряд и вяжем мы его за стеночки петель, которые у нас остались не задействованными. Итак, вяжем 8 ряд. В этом ряду вяжем 24 столбика без накида. Два, 3, 4, 23 столбик без накида и 24 я провяжу вот так, протяну сквозь стеночку петли рабочую нить, и у меня здесь вот на край осталась вот такая вот петелечка. Это 25 петля. Вот ее я подхвачу тоже и провяжу вместе с 24 столбиком без накида. И разворачиваем вязание. Рабочая нить у нас под вязанием. И далее также будет начинаться вязание с первой петли от крючка. Здесь мы уже вяжем за обе стеночки петель. Вяжем 22 столбика без накида. 2, 3, 4, 5, 22. В конце 2 петли оставляем не провязанными. Разворачиваем вязание. Следующий ряд 10. В этом ряду вяжем 18 столбиков без накида, начиная с первой петли от крючка. 1, 2, 3, 4, 17, 18. На конце у нас остались 4 петли, их мы не провязываем. Разворачиваем вязание. Следующий ряд 11. В этом ряду, начиная с первой петли от крючка, вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 15, 16. В конце у нас остаются 2 непровязанные петли. Разворачиваем вязание. Следующий ряд у нас 12. В этом ряду вяжем 12 столбиков без накида, также начиная с первой петли от крючка. 1, 2, 3, 11, 12. 4 петли оставляем не провязанными, разворачиваем вязание. Следующий ряд 14. В этом ряду вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 10. 2 петли оставляем не провязанными, разворачиваем вязание. Следующий ряд 15. В этом ряду вяжем 6 столбиков без накида, начиная также с первой петли от крючка. 2, 3, 6. 4 петли эти остаются не провязанными. Разворачиваем вязание. Следующий ряд 15. Начиная с первой петли от крючка вяжем 13 столбиков без накида. 6 столбиков без накида по этому ряду, и все остальные будем спускаться вниз по краю вязания. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 и 13 столбик без накида. Далее рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее складываем наше вязание пополам. И вот эти вот края сшиваем плюшевой пряжей. Это можно было, конечно, сделать и рабочей нитью, отрезав ее подлиннее, чтобы длина хватила на сшивание. Но это лучше делать сшивание вот с этой стороны, потому что в процессе сшивания нам нужно будет еще наполнить хвостик наполнителем. И наполнить вот эти вот части будет удобнее с этой стороны, нежели если мы будем сшивать и подниматься сюда и наполнять наполнителем. Хотя первый хвостик первому песику я так и делала. Я оставила с этой стороны подлиннее рабочую нить и вот так вот сшивала. Но наполнять наполнителем не совсем удобно таким образом. Поэтому лучше начинать сшивание с этой стороны. Итак, берем плюшевую пряжу, как я замеряю. Я беру вот таким вот образом. Делаю 2 круга и отрезаю. Это с головой хватит для того, чтобы сшить 2 стороны хвостика. Фиксируем нить, складываем пополам. Так, здесь лучше рабочую нить протянуть на лицевую сторону. И теперь сшиваем, захватывая обе стеночки 2 петель. Вот так, и по 2 петли сшиваем. Так, немножечко прошили. Теперь заполним наполнителем. Наполняем средней плотности. Немножечко наполнили и продолжаем сшивание. И так делаем до конца сшивания. Немножечко сшили, наполнили наполнителем. Немножечко сшили, наполнили наполнителем. Итак, хвостик сшит, наполнен наполнителем. Слегка согнем вот в этом месте хвостик, чтобы придать более такую естественную форму хвостику. Если вот этот вот конец пряжи у вас остался подлиннее, это даже очень хорошо, его не отрезайте, так как этим концом пряжи можно будет потом еще и этот хвост пришить к туловищу, к игрушке. Пришьем в этом месте и вот в этом месте. И далее мы с вами продолжим уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью часть видео мастер-класса «Шарик из Простоквашино». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!